Приветствую всех гостей и подписчиков моего канала. Овны, вас в первую очередь, в частности, так как это второй прогноз на апрель месяц именно для вас. Посмотрим, какие энергии войдут в течение этого месяца, что вас ожидает и чем месяц этот приятно удивит и порадует. Месяц важный, месяц значимый, так как у нас идет еще коридор затмений, который у нас длится с 25 марта по 8 апреля. Поэтому и влияние этого коридора затмений вы также ощутите в апреле. Поэтому мы с вами приступим. Будем смотреть основные энергии, работу, финансы, здоровье, личную жизнь, рекомендации от карты, ну и, конечно же, на оракуле обязательно посмотрим неожиданность данного периода. Итак, основные энергии, работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Так, приступим. Итак, общие энергии данного месяца. Как мы видим, у вас здесь ложится король мечей. Да, именно король. Я понимаю, что кого-то из вас может смутить девушка на аркане, но это специфика, особенность этой колоды. Это, знаете, более такая женщина волевая, с мужским характером, мужским стержнем. Так и энергии этого месяца у вас, по сути, будут такие же. Стратегия, расчет, аналитика, планирование. То есть все четко, по плану, ни шага вправо, ни шага влево. Потому что здесь действовать заранее прописанным целям. Или то, что вы себе запланировали на апрель месяц. Более того, сам по себе аркан может указывать на влияние таковой дамы на вашу жизнь. То есть женщина не обязательно может быть у нас воздушной стихии, весы, близнецы или водолей, но очень волевая, очень смелая, человек с лидерскими качествами, может быть, конечно, так сказать, резкая на язык, но тем не менее человек, который четко озвучивает, чего он хочет добиться, и с таким человеком вам будет легко взаимодействовать. Поскольку, как мы понимаем, энергии этого аркана у нас могут быть актуальны для любой сферы жизни, мы с вами посмотрим, для какой в частности. И здесь у нас ложится аркан башня. Во-первых, это может быть юрист, нотариус, адвокат, врач. То есть человек, узкопрофильный специалист, который спасает какую-либо для вас серьезную ситуацию. Во-первых, у кого-то это могут быть вопросы здоровья, то есть вывести вас из этих кризисных моментов. У некоторых это решение официальных юридических вопросов, связанных с жильем, оформление, переоформление, купли-продажа, еще ряд вопросов. Опять же, если у кого-то намечался, или вы к этому шли, бракоразводный процесс, то есть поспособствовать вам легко пройти этот период, не совсем простой, и вам, знаете, как максимально легко пережить эти перемены. Если смотреть вопросы работы, бизнеса и карьеры, вот здесь у нас ложится королева жезлов. Это непосредственно вы, это ваша энергия, ваша инициативность, это ваше желание и стремление достигать большего. То есть позиция максималиста, перфекциониста, два в одном, я бы назвала так. И неважно, мужчина вы или женщина, этот аркан, он дает как энергию развития в этом направлении, потому что сама по себе королева жезлов – это когда есть мотивация, есть амбиции, есть стремление достичь большего, то есть не сидеть сложа руки. Для тех, кто у нас на данном этапе не работает и работать не может, то, как мы видим, королева жезлов и повешенный – это желание получать пассивный источник дохода. Именно так. То есть не сидеть все равно сложа руки, потому что дно колоды, как мы видим, у вас колесница, а может быть зарабатывать на расстоянии, или зарабатывать через интернет, или за счет инвестиций в какое-либо дело, предприятие, которое вам будет приносить стабильный доход. То есть все ваши цели и задачи будут сконцентрированы непосредственно на этом. Для тех же, кто у нас является соискателем, то здесь у вас ложится аркан Луна. В связи с королевой жезлы тут идет речь о том, что этот месяц для вас во многом будет знаковым. Почему? Много будет общения, собеседований, ситуаций, когда вы будете общаться с работодателями, искать для себя то место, где вы сможете раскрыть и себя реализовать. И паж чаш, сопутствующий аркан, как мы видим, говорит о том, что действительно в рамках этого месячного цикла у вас будет возможность
трудоустроиться. Для тех же, кто у нас является наемным сотрудником, как интересно, и здесь выходит снова паж чаш. Королева жезлов и паж чаш – это приятное общение, коммуникация, поддержка от ваших коллег, от ваших знакомых, друзей. Ситуация, когда вы ощущаете себя как рыба в воде, вам комфортно, вам легко, много, знаете, как творческих процессов, начинаний. Ну и, конечно же, для вас это своего рода воодушевление для того, чтобы стремиться и достигать большего. Для тех, кто владеет собственным делом, что здесь? А здесь у нас аркан сила. Аркан, который говорит о потрясающих для вас перспективах, потому что это месяц, когда вы ощущаете силу, у кого-то развитие активно, то есть новые бизнес-партнеры, новые проекты, новые предложения. Причем, опять же, смотрим, карта колесница. В другом городе, регионе, может быть, в другой стране. Но здесь вы почувствуете, так сказать, счастливый шанс, возможность, случай для вас поменять очень многое. И будете, так сказать, опираться на эту поддержку. Анализируем финансовую сторону вопроса. И, как мы видим, у нас здесь ложится 8 пентаклей. Что посеешь, что пожнешь. Или как поработаешь, столько и получишь. Конечно же, это карта денег, карта активного, но вместе с тем, обратите внимание, творческого заработка. То есть деньги, которые приходят с удовольствием. Приходят легко. Почему? Потому что вы любите свою работу. И для вас это такая, знаете, как основа основ. Наслаждаться тем, чем вы занимаетесь, что вы любите, что вы боготворите. От этого будет действительно идти активный финансовый приток. То, что касается вопросов здоровья. Здесь у нас ложится 10 мечей. 10 мечей – это ситуация, когда идет обострение. Причем, смотрите, здесь не просто так у нас изображена девушка, и все иглы направлены в голову. О чем идет речь? Во-первых, это, знаете, как все болезни от нервов, все болезни от стресса. По ситуации от психосоматики, когда вы себя накручиваете, наворачиваете ментально. Да, безусловно, здесь может быть ситуация, когда у кого-то в связи с переменами по погоде, или, может, вы переезжаете, могут обостриться вопросы, связанные с гипертонией или гипотонией, или мигрени. Поэтому обратите на это внимание. Ну и в целом, если вас, допустим, давно преследуют головные боли, это как указание сделать МРТ сосудов головного мозга, чтобы посмотреть, нет ли там какой-то проблемы, то есть, которую вам нужно устранить. Потому что, видите, я открываю колоду, 10 жезлов. Обратите внимание, то есть это ситуация, когда может идти пережатие сосудов, в частности, допустим, шейный отдел, шейно-воротниковый, или же у вас просто идет закупорка сосудов. То есть обратите на это внимание, потому что на самом деле с этим могут быть связаны ряд недомоганий. То, что касается вопросов личной жизни. И здесь у нас ложится 7 жезлов. 7 жезлов – это, по сути, добиваться своего. Через силу, через упорство. И это вопросы личных границ. Но в этом случае вы будете отстаивать свои и нарушать чужие, потому что не зря этот силач здесь убирает или, знаете, так устраняет эти ограничения, эту клетку. Посмотрим, в каком ключе для вас заиграет этот аркан. В первую очередь анализируем ситуацию для тех, кто у нас свободен. Что здесь? Так. И у нас здесь 6 жезлов. Вот в вашем случае, для тех, кто свободен, у вас здесь замечательные перспективы, потому что кто-то будет активно добиваться вашего внимания, вашего расположения. Это ситуация, когда вы можете познакомиться как в поездке, на соревнованиях, или же вы можете познакомиться через интернет, потому что это карта дистанции. Но в любом случае незамеченными вы не останетесь. Единственное, что для мужчин здесь может быть ваша активная позиция, как добиваться чего-то внимания и расположения. Мы посмотрим сейчас с вами ситуацию для тех, кто у нас в любовных треугольниках. Итак, для тех, кто у нас в любовных треугольниках. Вот здесь теперь ложится у нас непосредственно королева мечей. Это ситуация аналитики. То есть анализировать, смотреть, подсматривать, собирать информацию, оценивать ситуацию. Комфортно ли вам в этих отношениях? Стоит ли добиваться их развития? Стоит ли добиваться их перехода на новый статус? То есть здесь эта позиция проанализировать все, что происходит,
оценить ситуацию, действительно ли все так, как вы воспринимаете, или как вам озвучивают, или вам кажется, или, возможно, дают дезинформацию. То есть здесь опираться на ту информацию, на те доводы, которыми вы владеете, ну, аргументы, которые вы, по сути, собираете. И уже, исходя от этого, отталкиваться и решать, в каком направлении вы будете двигаться. Смотрим с вами ситуацию для тех, кто у нас в стабильных союзах. Что у вас здесь? Так, и у нас здесь ложится пятерка жезлов. Карта борьбы, но борьбы непростой. Стратегии. Стратегия может быть в чем-то навязать партнеру или партнерше свою точку зрения. Отсеять оппонентов или соперников, убрать конкурентов. То есть здесь все выстроить таким образом, чтобы вы получили максимальную зону комфорта. Причем обратите внимание, семерка жезлов и пятерка жезлов в связке, они здесь говорят о том, что вы действительно будете вести себя в чем-то очень жестко, очень прямолинейно, но это для того, чтобы, так сказать, установить свои правила игры. Смотрим с вами совет и рекомендацию от карт. И у нас здесь ложится аркан Дурак. Карта нового цикла, новых возможностей, нового пути. Да, так сказать, у вас начинается как обновление, потому что начинается солярный год, у многих, да, идут у нас продолжение дней рождений в апреле, то есть действительно у вас как новый цикл, новое обновление, новый старт. Поэтому здесь нужно действительно скорректировать ситуацию, а именно, если мы посмотрим, акцент у вас должен быть на здоровье, и вот, возможно, даже на переменах, связанных со здоровьем. Вот это для вас такая вот тема номер один, чем вы должны заняться. То есть даже если вас на текущем этапе ничего не беспокоит по вашему состоянию или вашему самочувствию, пройдите плановый чекап-лист. Возможно, вы посмотрите, где у вас есть там дефицит витаминов, макро- и микроэлементов, а может быть профициты у вас имеется, то есть у каждого свое. То есть чтобы скорректировать свое самочувствие, свое состояние здоровья, ну, конечно же, его улучшить. Ну и подготовиться, так сказать, к лету. Смотрим с вами неожиданность. Какова здесь ситуация и о чем будет идти речь. Вам ложатся очень интересные арканы. Называется карта «Близко и далеко». То есть все от вас зависит, да? Можно быть в разных городах и при этом неистово любить друг друга, а можно быть вместе и ощущать себя разделенными. Аркан мудрость и аркан город. О чем говорят эти карты оракула? То есть иными словами, здесь арканы вас призывают, во-первых, проявить мудрость, находиться в структуре и в этой структуре и взаимодействии с третьими лицами находить для себя полезный опыт, полезную кооперацию, потому что далеко-близко, о чем она говорит? Если с точки зрения состояния здоровья, то не обязательно, допустим, искать эксперта в своем городе, в своем регионе, вы даже можете найти его дистанционно в любой точке мира. Если это касается работы или взаимодействия, опять же, это акцент на то, что вы проявили мудрость и, допустим, искали трудоустройство в какой-то крупной компании, но она также может у вас находиться далеко. С точки зрения личной жизни, это проявление мудрости, опять же, создание структуры, то есть видеть гнездо, видеть семью, ячейку общества. И от вас и вашей позиции зависит, как будет развиваться ваша личная жизнь, ваши отношения. Месяц на самом деле у вас потрясающий. Акценту только вот эти карты, которые говорят о вопросах состояния здоровья, то, что можно скорректировать. В остальном он прекрасен. Поэтому мы с вами и закроем его так, чтобы он для вас был потрясающий, а именно картами нового пути, обновления, новых возможностей. Ну а вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте обратную связь, информацию. Резонирует ли с вами расклад или не резонирует, как отыгрывается информация, ну и какой событийный ряд происходит в вашей жизни. Я вам буду признательна за коммуникацию. Вас благодарю за то, что остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.